А вы читали роман «Два капитана»? Прототипом этого произведения Каверина была трагическая экспедиция Брусилова на шхуне «Святая Анна» 1912 года. Обстоятельства этой трагедии известны нам из одного единственного источника – книги штурмана Альбанова «На юг к земле Франца Иосифа». Но достоверно ли это свидетельство? Можно ли верить одному из двух выживших? Это оставалось загадкой на протяжении всего XX века. И сейчас я познакомлю вас с людьми, которые впервые за 100 лет нашли неопровержимые доказательства слов Альбанова. О том, как была организована поисковая экспедиция и что именно они нашли, вы узнаете из этого фильма. А благодаря доскональной фото- и видеосъемке, сделанной самими участниками поиска, вы сможете погрузиться в атмосферу этого процесса и, возможно, ощутить такое же волнение. Итак, отряд Альбанова стремится к спасительной базе на мысе Флора, острова Нордбрук, передвигаясь от острова к острову архипелага ЗФИ. Часть отряда идет на каяках, а часть берегом. При переходе через самый большой остров архипелага, землю Георга, береговая часть в составе 4 человек бесследно пропала. Ну что ж, друзья, расскажите, как все началось, как вас все это собрало в одну команду? Ты помнишь, как все начиналось? Да. Все было впервые. Расскажите, вновь. кто первый придумал, кто вас собрался, как вы вообще встретились на проекте «По следам двух капитанов»? Идея проекта появилась в 2004 году. Для меня автором этого проекта, вернее, зародителем этой идеи стал Женя. Для Жени, насколько я понимаю, был Кравченко, да? Ну, все началось в 2005-м, когда нас совершенно... В 2005-м, да, не в Да, 2004-м. когда мы все совершенно случайно оказались в одной команде. Никто до этого не был в Арктике. Я был оператором на видеостудии. Ребята были в географическом обществе, встретили моего хорошего друга оператора, позвали его с собой. Он говорит, я не могу, есть другой человек, вот он телефон. Пришел ко мне на работу, говорит, вы как безумец меня там спрашивал, на ЗФИ ты что, поедешь? Я говорю, ЗФИ, ну, что-то слышал из Визбора, хороший наш регион. Ну, что же мне это скатают? И я забыл про эту историю, неделю через 2 мне как-то позвонили. Какая-то куча интересных вопросов. То есть человек звонил явно уже, до меня потом выяснилось, что звонил человек 10. Говорит, а вот что у вас есть? Туристические, ну, да, есть, спелеология, туризм. А камера у вас есть? Как есть. И там последний уже просто контрольничек в голову говорит, а мы вам ничего заплатить-то не сможем. Я про себя думаю, то есть за меня это бесплатно, так, слава богу. То есть денег с меня не возьмут. Это, кстати, напоминает, помнишь, фильм «Земля Санникова», «Земля там, когда Санникова», Крестовский там, сколько будет денег, это сколько, подписываюсь. И тогда я впервые познакомился и с Сашей, тогда был 2 руководителя, Дмитрий Федорович Кравченко, знаменитый такой полярный исследователь. Предпоследний авантюрист Севера. А последний кто был? Обидно быть последним, поэтому предпоследний. Ты что, Куваев. Олег Куваев. Вот. Ну, такая была очень смешная экспедиция. Мы 5 дней просидели на ЗФИ. Нас туда отвезли на ледоходе капитан Драницын. У нас был такой жуткого вида баркасик пластиковый, переделанный из спасательного бота. И мы 5 дней пытались дойти до залива Фокеи и поискать яхту Эйра. Основная цель экспедиции была поиск яхты Эйра, ну и с нами был тогдашний полковник МЧС России, который сказал, а еще, он такой очень высокородный товарищ, а еще крест на месте спасения группы Альбат на мысе Флора.
А встать мы могли только с другой стороны острова, у нас была эта якорная стоянка и лагерь там же. Поэтому мы всей толпой на плечах несли огромный 6-метровый крест через весь остров. Это было прям как это, каждый несет свой крест. Донесли, поставили. Вот как раз в тот момент мы сидим под этим крестом, я еще активно курил, рядом Дмитрий Федорович Кравченко. А он очень негативно ко всему относился, типа вы засоряете Арктику своими там этими крестами, кому они нужны вообще. А вот ты в курсе, что вот на том острове показывают, вон там вот через пролив, вот там где-то 4 человека спит с Альбановым потерялись. Как примерно понятно, где они, а никто их до сих пор толком не искал. Типа я, конечно, пробовал, но меня Да, ничего он не реально получилось. пробовал. Да. И тогда меня это заинтересовало, говорит, что, ну, говорит, ты что, двух капитанов читал? Я говорю, читал. Ну, это вот из этой серии, вот там вот как раз 4 человека и лежат где-то. И мы когда вернулись, я стал вокруг всех ходить и говорить, действительно, хватит кресты ставить, там реально люди валяются. Нет, мы потом пришли нырять туда, и уже потом, когда вылезли из-под воды с Леней Радуном, ты мне еще тогда показал окаменевшее дерево, мы что-то разговорились, у костра обсыхали, и ты тоже сказала, вот там вот 4 человека пропали, никто их не искал. Какие 4 человека? А вот это 2 капитана читал. Ну, я повторю. Так это было на самом деле, да? Да, и там 4 человека. И это вот это появление идеи. Конец августа 2005 года. Ну, мы вернулись, купили все книги Альбанова. Стали их изучать. Это никто не читал. Двух капитанов читали, Альбанов как так. Да, кто знает Альбанова? Двух капитанов все знают. Конечно, это школьные герои там книжные. Там все так просто у Альбанова. Мы вот здесь расстались, вот сюда не дошли. Вот маленький кусочек побережья. А что там искать? Казалось бы. Да. Что-то, ну, какая-то фигня. Давайте быстренько. И вот мы там, в Арктике же самая сложная логистика. Попасть, просто попасть туда. И мы вокруг всех ходили, как бы попасть. Мы к тому времени сходили на стоянку Баренца, мы с Сашей чуть не утопили наш баркас, тоже с Дмитрием Федоровичем Кравченко. И потом были новоземельские экспедиции. А потом, ну, все это в продолжение, чисто случайно. Эта идея поиска этих 4, там, дневников и писем, это уже в нас просто въелось, и никак от нее не отделаться было. Да. А потом в 2009, по-моему, наш друг тоже хороший позвонил мне, говорит, ты же оператор. Какие-то безумные экологи снимают кино про защиту бельков от местных промышленников архангельских в летней Золотице. Лайма Вайкер, Алена Свиридова. Надо поснимать, полетели. Как раз Володя там же был. Мы туда прилетаем. Я в Архангельском аэропорту знакомлюсь с Олегом Прозаным. Ну, нас знакомит, летняя Золотица, это его база. Ну и что-то разговорились, и Леня наш, ну, скажи про нашу идею. Я говорю, Олег, я в курсе, ты там на вертолетах летаешь, у тебя есть связи. Вот смотри, 2 капитанов читал? Читал. Я говорю, ну тема же интересная, можно зажечь кого угодно. Книга нашему молодости. Он, да, он загорел. И вот уже началась прям полномерная подготовка к 10-му году. Мне интересно, тоже, я, наверное, позже всех как бы к этой теме присоединился. Так получилось, что есть одно такое удивительное место на планете, плато Рарайма. Гора Рарайма священная, описывал так Конан Дойль в фантастическом романе «Затерянный мир», но на самом деле прообраз места реальный. И вот я там уже бывал единожды, и появилась возможность съездить еще, были какие-то дешевые билеты, еще что-то. Я звоню своему товарищу по спасательному отряду, Лене Радунову, говорю, Лень, есть вот такие дешевые билеты, есть уникальное место, если хочешь, давай. Ну, тот загорелся идеей, тут же, ну, и тут же слился. Говорит, я хочу, но не могу, но есть хорошие люди, каскадеры какие-то, вот своди этих людей, покажи. Классные ребята. Я, честно говоря, сначала как-то не очень вдохновился идеей. Блин, какие-то каскадеры, люди кино, наверное, там будут пафосные, нудные и так далее. Ну ладно, согласился. Ну, приезжаю, вот как раз к дяде Саше. Каскадеров. Да, смотрю, нет, люди вполне вроде бы как бы адекватные, нормальные, так поговорили, познакомились, все хорошо. И мы оказываемся вот уже так, опуская другие этапы, оказываемся на плато, да, это горы Рарайма, священное место, совершенно уникальное.
спелись, сдружились. И вот я помню, сидим на краю, смотрим на эти пейзажи совершенно фантастические, говорится, внеземные. И тут поступает такое же вот предложение, как и здесь. А вот хочешь найти то, что искал Саня Григорьев в «Двух капитанах». Я говорю, ну как это можно найти? Это ну, типа, художественный вымысел. Я Альбанова тогда тоже не читал, не знал. То есть полный ноль. Но тема «Двух капитанов» была известна. Ну, конечно, хочу. А когда прозвучало, что это где искать, на земле Франца Иосифа, это была ну такая просто вот мечта вот из разряда как бы полета в космос. Конечно, хочу. То есть тут даже сомнений не было. А там еще, что нас как бы свело вместе, на какой почве подружились, тоже вот мир так сплетает разные темы, разных людей. Ребята вернулись со съемок фильма «Кандагар». И вот только что это вот они там были с юбкой где-то в Марокко. Ребята каскадеры, а Володя, ну видно, что это прям вот опытный человек. Ребята моложе каскадер, но очень хорошие ребята такие. И они хотели похвастаться, что они вот были это самое, в Алжире снимали там фильм «Кандагар», как там такая крутая история, там начинают рассказывать сюжет такой. Володя сидит, говорит, на самом деле было все не так. И начинает рассказывать реальную историю. Просто ребята вот так вот опустили руки, челюсти отвисли. И когда он рассказал реально, как это происходило. Ну, просто участвовал я в той операции, которая проводилась. Ну, вот вся эта история. То есть, очень так неожиданно как бы вот сплелись, встретились в очень уникальном месте Южной Америки. В Южной Америке, где-то на поверхности древнего континента остатки. И рассказываем друг другу истории про... Да, в общем, да, там получил приглашение поехать присоединиться к этой экспедиции, от которой я, естественно, не мог отказаться, и дальше уже вот там, с ребят началась подготовка, да, и там началось, мне кажется, самое интересное. А вот этап подготовки. Какие задачи вы должны были решить? Что понять, прежде чем туда ехать? И сколько это продолжалось? Нет, все было достаточно просто. Надо было попасть на место с лагерем, дальше гулять по отрезку. Но проблема-то была в чем? Я помню, я говорю, как последний представитель. У вас уже были какие-то планы, я помню, это было заседание, был как раз Рябцев. Не, у нас был первый план 2009 года, у нас там по разным причинам ничего не получилось. Но он был нереальный же. Да. Это очень у важный нас момент. был, мы тогда работали с Боярским Петром Владимировичем, он как наш руководитель был. Мы по своему усмотрению, там, разглядывая карты, доступные для нас этого побережья, придумали логистику, как нам нужно искать. И базовый лагерь решили расположить там в середине этого отрезка пути. На Гранде. В заливе Грея. И типа оттуда делать выходы в разные стороны, потому что самое короткое расстояние, и искать. Вот. Но 2009 год у нас сорвался, слава богу. Вот. И когда мы, ну, Петр Владимирович практически нас отодвинул, ну, сказал, не будет экспедиции. Мы не понимали, почему. Вот. Сильно очень обиделись, расстроились. И после этого, естественно, мы к нему больше не пошли, а обратились, стали готовиться дальше. Вот Женя и Леня как логистику пригласили. Ну, увлекли этой идеей Олега Продана, и это был лучший вообще с точки зрения опыта организации таких экспедиций. Олег был уникальный человек. Я еще накричусь успею. Потому что то, что делал он, наверное, мало кто мог сделать. Мы сами этого не смогли бы сделать, это однозначно. Пошли! То есть мы решили эту логистику, а дальше нам нужен был научный руководитель. Нам не хватало опыта вот, экспедиционной работы. Мы были в двух экспедициях до этого только, в серьезных экспедициях двух. Правда, очень... Очень серьезно. Очень поучительных, скажем так. Вот. Председателем полярной комиссии РГО в тот момент был Корякин Владислав Сергеевич. Вот. И я тогда дошел к Владиславу Сергеевичу, рассказали эту идею и попросили быть научным руководителем. Он оказался не просто там какой-то профессор, там, я не помню, книжки, там он вот Парусанову книгу написал очень серьезную. Он оказался очень-очень опытным экспедиционщиком. У него даже было прозвище в узких кругах полярников, по-моему, «Бешеный Дик».
Да, вот, это человек, который попал под ядерный взрыв на Новой Земле, у него свои избы были на Шпицбергене, на Новой Земле, где он только не был. И он единственный человек, который высаживался из тех, кого мы знали, высаживался на южном берегу земли Георга. Он, правда, сказал, я высадился вот там, пока вот там был момент какой-то, там 5 минут и обратно. Ну, кроме Кравченко. Вот. И он сразу задает вопрос такой, как вы собираетесь искать? Я начинаю рассказывать, вот мы там, и про прошлогоднюю нашу логистику рассказываю. Он говорит, подожди. Я говорю, сейчас. Уходит куда-то, это в институте географии все было, и приносит карты. Карты настолько подробные, вот эти гляциологические или там какие-то вот, ну они, видимо, такого специального назначения карты. Дает мне карандаш, говорит, вот нарисуй, как ты отсюда пойдешь вот сюда, на эту карту. И я понимаю, что я карандаш взял, я понимаю, что здесь пройти нельзя. Вот то, что мы хотели сделать предыдущий год, мы бы этого не сделали. И, естественно, мы бы ничего не нашли. Вот. И это был самый такой ключевой момент. После этого мы пересмотрели, вот получив эти карты, которые Владислав Сергеевич нам показал, и еще первое издание Альбанова с предисловием Брейфуца, где там было описано больше подробностей про Святую Анну. Ну там вот это предисловие очень информативное. Получилось, что мы пересмотрели свою стратегию поиска, где разбивать лагерь и как ходить. То есть мы после этого решили, что пойдем путем просто, да, от начала маршрут. Повторить маршрут. Там еще была другая логистика. Если в 2009 году нас Петр Владимирович Боярский на судне «Сомов» должен был просто выбросить, Потом забрать. в любом месте. А где нас забрать? Нет, забрасывать вертолетом, а забирать Сомовым. Ну, да, и вот этот разрыв ответственности, в общем-то, наверное, и послужил тем поводом, причиной отмены экспедиции, потому что никто не хотел брать ответственность за нашу жизнь. Забегая вперед, наверное, надо сказать, что это хорошо, было правда. что нет, даже не с точки зрения логистики, слава богу, что отменилось, а то, что 2009 год был снежный. И мы бы просто, даже если бы мы высадились бы в нужном месте, даже если бы мы прошли бы те маршруты, которые невозможно было тогда пройти, они были все равно закрыты снегом. То есть мы бы все равно бы априори ничего бы не нашли. Ну, это к тому, почему мы рассчитывали радиальную логистику. Потому что у нас мы были привязаны к одному месту, мы не могли сделать весь маршрут там, рюкзаками, потому что мы привязаны к лагерю. А когда мы стали работать с Олегом, у Олега были вертолеты. Да ради бога, ну мы сейчас здесь поработаем, я туда вот перекину, вы там походите. Да. Тогда нам все равно где, давайте сначала начинать. Ну, насчет походить тоже не было, наверное, четкого представления, потому что были какие-то старые генштабовские карты, наверное, в 50-х годах съемка была по ним. 57-й. Да, но самое главное, они не давали того реальности рельефа. А попытки найти описание места или места, где мы планировали проводить работу, их просто не было. Потому что, я напомню, когда мы пытались найти просто описание мест, не карту, а описание мест, их не было. То есть ни в интернете, ни в библиотеках. Даже пытались найти, встретиться с какими-то заслуженными старыми полярниками, тоже максимум. Ну вот мы издалека эту землю Георга где-то видели. Но мы летели над ним во всяком случае. Кто-то, если высаживался, там на несколько минут. То есть информации не было. Но я здесь ничего не могу, я здесь просто не был. Ничего не могу вам сказать. Мы уже когда встречались с людьми, они говорят, о, я про вас уже знаю, нам там типа все уже... Напели уже, да? Да, уже вот это вот... Но это при том, это важно отметить, что земля Георга это все-таки самый большой остров в архипелаге. То есть 200 островов почти, да, земля Георга самая большая, и по ней было менее всего информации. Поэтому даже где поставить лагерь, то есть мы предполагали, вот, допустим, на мысе Ниль, как раз где Альбанов начал свой пеший переход, где группы разделились, не было описания места, вот только в самой книге Альбанова, и потом вот нам посчастливилось найти книгу Фредерика Джексона, которая была еще там заранее до Альбанова и достаточно подробная, но это было, правда, только на английском языке, но тем не менее самым подробным образом, наверное, самое подробное описание было земли Георга именно у Фредерика Джексона. Как ни парадоксально. И он, да, он спаситель, помог и нашей экспедиции. Помог он в свое время там, и Альбанову Конраду найти спасение, да, и помог нам тоже как-то более разумно организовать свою экспедицию. Я правильно понимаю, что вы все были готовы ехать туда бесплатно, ну, то есть без гонораров, так скажем? Гонорар это что такое? А кто оплачивал саму экспедицию?
Это были все свои средства. Вот То есть вы у буквально кого сколько вколачивал, было, да? но тогда Женя больше всех, наверное, вложил денег в то, чтобы это осуществилось. Не, ну там деньги-то были не те. То есть все вертолеты нам предоставляла авиация ФСБ России совершенно безвозмездно. Она не предоставляла нам. Это не совсем правильно. То есть они летели по своим задачам. Попутно. Мы были как попутным грузом, скажем так. грузом. Да. Ну, с нашей точки зрения, они как предоставляют. Да, но по сути, да, без авиации ФСБ ничего бы сделать не получилось. А дальше какие траты? Палатки, спальники, рюкзаки. Если Как посмотришь... в поход сходить. Нет, просто посмотри, вот фотография у нас есть групповая 2010 года. Вот посмотри, как одеты люди. Вот, если это без комментариев, Я это помню, просто ты в группа розовом комбинезоне. в синем, такой бирюза, Бирюзовый. красивый, цвет Тиффани, цвет Тиффани. да-да-да, в Да, таком. да, неважно, это как группа бомжей. Внешне, Если я так взглянуть со стороны, группа бомжей. Потому что сейчас, когда показывают какие-то экспедиции, там, РГО или еще какие-то Все в там важные красных пафосные экспедиции, комбезах. все там красные курточки, там зеленые, с какими-то фирменными надписями, это просто группа бомжей. Это говорит о том, что какое финансирование, какие гонорары. А сколько всего вас было в этой экспедиции? Столько же, сколько у Альбанова. Который 12 человек. 11 человек. 11. 11 человек, 10-й год. Ну расскажите в итоге, как это было устроено. Вот вы попали наконец на остров Георга. С подготовкой еще нужно сказать, помните, один интересный момент. У нас логистика действительно очень сложная. Сначала мы должны были забросить снаряжение лагерное за несколько месяцев до начала экспедиции. Почему? А потому что туда по-другому не дойти. Мы сначала сформировали груз для того, чтобы все это упаковать, сделали ящики. Эти вот знаменитые желтые Извините, ящики. расскажи про ящик подробно, потому что это не просто ящики. Не просто Они ящики. рассчитаны там, да, дядя Саша рассчитывал их до миллиметра. До сантиметра, так, чтобы они помещались в вертолет. Любимая экспедиционная игра называется «Тетрис». На каждого было человека по 2 ящика. Это были ящик, это один ящик с личными вещами, ну, снаряжением экспедиционным, а второй ящик был продовольствие и всякое оборудование. Это и спальное место. И это было спальным местом, потому что ящики были 2 по 90. Красота просто красота. Я теперь не жалею, что мы столько дней мучились тело. Длиной 90, такой плацкарт суровый. шириной 59, потому что проход в вертолете был 60. 60-61 между бочками, баками. Был 61. И в высоту они были 50, по-моему, 8 или что-то в этом роде, потому что 2 ящика как раз было под... Крышу вертолета. не крышу вертолета, а это самое, там подвеска. Подвеска. Подвеска для груза. Вот. То есть из этих габаритов были сделаны ящики, их было 22. А где ящики теперь? Ну, В музее можно посмотреть, Да, кстати. на память-то осталось, один, по-моему, что ли? в музее осталось, да, в Уфе, музей полярников, да. мы делали эти ящики только на, вот, грубо говоря, для нашей экспедиции. В итоге они прослужили очень долго. И до сих пор некоторые ящики живы. Вот у меня еще лежат. Часть Женя отдал в музей, часть мы оставили друзьям там тоже для таких же экспедиций. Часть оставили на заставе для военных там, потому что им нужно вещи свои там перевозить. Вот они обрадовались, наверное. Да, да, это ящики были такие, оказались очень удобные. Тяжелые и неподъемные невозможно. Сейчас на раз вперед сантиметров на 50. Давай. И... Оп! Ставь! Есть. Некоторые просто невероятно тяжелые. Включая даже туалет, о чем Федор Александрович говорит. Мы это Внутри были обсудим росписи, кстати. Да. с подробностями. Да, Ну, есть макет этого туалета здесь. Да. Вот. Ну, сейчас принесу. Да. И к чему я это говорю? Вот это вот груз, вот эти ящики, нам нужно было упаковать все снаряжение так, чтобы это потом не потерялось, не растерялось, с описями там совсем. Все было рассчитано так по смыслу, по назначению. Каждый ящик предназначен для... Ну, какой-то узкой цели. специальной задачи. Это все было загружено в Москве. Чем еще полярникам заняться на досуге? Да, это макет нашего 21-го объекта. Он же и душ. Естественно, да. Там даже А там роспись, вот посмотри. 21 объект. Потому что арт-объекты там были. Вот. Всего у нас было 22 места. Вот На тросах, чтобы ветра у него несло. это 20
Первый, в нем была лодка и длинномеры всякие. И мотор, по-моему. Единственный нестандартный, да. Да, он был самый большой. Все То есть остальные... двери не было? Надо смотреть, чтобы медведя... это Да, нет, только с оружием туда, или под прикрытием надо ходить, да. Подло и с Ну оружием. или там дежурный должен знать, что ты с оружием тебя контролировал. Мы летели Москва-Мурманск, и в Мурманске мы зависли по погоде. Мы вынуждены там остановиться и ждать. А это И какой месяц? Это был апрель, по-моему. Нет, это был какой-то, не, май. Может быть, май. Конец мая, начало июня, что-то такое было. Вот. Это когда Первая попытка заброски. полоса еще не замерзшая, и еще не раскисла полоса, и рейсовым самолетом нас туда забрасывали. И мы, ожидая в Мурманске, где-то появилась информация, до которой мы еще не добрались, что есть такая женщина, Валентина Зиновьевна Кузьмина, и живет она в Мурманске. Она писала книгу про Альбанова, занимается всю жизнь, увлечена этим. И мы такие, ну что мы будем сидеть здесь, это же ожидать, давайте позвоним. Короче, Володя каким-то образом нашел ее контакты, мы позвонили, она такая, говорит, а я типа уже вас жду. Вот это да. Она, как местный краевед в Мурманске, мы прилетели, Женя снимал там часа 3, она нам рассказывала свои истории поисков Альбанова. Это было, да. Ой, это вот слово «загадка» меня уже от него тошнит. Загадка. Правильно сказал Попов в Красноярске, нет никакой загадки. Нужно логически думать и не нагнетать эту обстановку вокруг этой темы для того, чтобы, извините меня, продать книги. Что рассказать? Причем так вот, с такими подробностями, что мы уже устали. Вот. А потом, когда уже мы расставались, она что-то говорит про пролив Гайдовского и смотрит так на нас. И я говорю, да, мы знаем, где пролив Гайдовского, там еще. Я верю, вы найдете. Ну, потому что пролив Гайдовского никто не знал, что это такое. Это, да. И самого Гайдовского мы знаем. Ничего себе. Да. Как она могла подумать, что вы, не знаю, пролив Гайдовского Ну, едете? она нас первый раз видит. Она уже наслышана о том, что что-то готовится. Авантюристы из Москвы. Да, тут какие-то эти там... Не, ну где пролив Гайдовского, где земля Георгия. То есть могли и не знать. В конце Да. концов. А из Мурманска дальше куда? А из Мурманска мы на самолете прилетели на заставу Нагурская, выгрузили груз, сложили это все в гараже там. Гараж, мойка, по-моему, была, да? Ну, такой вот свободный бокс, который для пограничников. Сложили там около стеночки таким рядком, заняли там пространство и улетели обратно. Все было как бы немножко иначе, что ли. Как бы в Мурманске у нас не получилось, потому что погода нас не пустила, все как бы вернулось на круги своя. Да. И полностью мы как бы забрасывались уже фактически в июле месяце. То есть, когда... мы не прилетели, Нет, мы не забросили? нет. У нас было столько перегрузки, у нас была аварийная посадка в Москве. Но это, я думаю, сейчас не стоит рассказывать, это отдельная тема. Ну, бывает такое. То есть были... А это самый интересный момент. Мы пытались, да, как бы забросить груз, это нам было просто, это не получилось. Поэтому как бы какой был процесс заброски? Июль месяц, то есть когда уже было, мы сидели на чемоданах, ждали погоды. Когда поступила погода, мы прилетаем, скажем, в спецзону Шереметьево. Опять грузим. Грузим опять все наши вот эти как раз ящики, все туда помещается весь груз, сами грузимся туда и вылетаем по маршруту Москва-Мурманск. Мурманск это заправка, и из Мурманска мы уже летим на землю Французского, на землю Александра. Там приземлились, и там у нас уже прямо на полосе, если помните, ждали вертушки, 2 вертушки, 2 вертолета Ми-8. И тогда вот это как раз идет перегрузка, мы все эти свои ящики должны были перегрузить вертолеты. Но самое главное, мы ведь не знали, у нас все была вот эта умозрительная информация, какие-то карты условные, что-то вот, информация какая-то еще от Фредерика Джексона, описание берегов, да. Поэтому было решено, первый вылет, пока идет вот выгрузка, там организация грузов, мы летим туда на вертолете, первое место, и задача была куда? Мы сразу полетели в сторону мыса Ниль. Найти место для лагеря. Для лагеря, да. Где может сесть вертолет. Ну и, естественно, тоже какой-то обзор, потому что, помню, так подробно старались как бы максимально знать, чтобы хотя бы сориентироваться, что там за берега, потому что это действительно как терра инкогнита. Но, слава богу, я помню уже, когда подлетаем, и сверху сначала меня пугало, что бежим сплошной лед, и вот когда уже подлетели к Ниле, мы с Ниль,
вижу земля все-таки какая-то. Мыс Ниль оказался не кочкой, а все-таки это достаточно широкая полоса, там порядка 5 километров с лишним. То есть есть где, как говорится, что исследовать и где поставить лагерь. И мы полетели уже как бы более такую как бы дальнюю часть, нашли площадку, где приземлились. Я помню, вот мы осмотрелись, Да, как раз пробежались. Ну, вот Я классно. сюда берега пробежал. Да, мы достаточно как бы, это быстро все, мы посмотрели, что да, здесь можно стоять лагерем, можно работать, все, принимается решение. То есть улетаем назад, Вода. да, ну воды там с водой проблем нет. Улетаем назад, там уже одна верхушка была загружена, как бы всем этим нашим имуществом, во вторую тоже догрузили, плюс там была на внешней подвеске как раз самый 21 большой, объект. как раз, да, самый На такой внешней неподъемный, подвеске. на внешней подвеске. И 2 бортами мы возвращаемся на эту точку, где вот мы запланировали поставить лагерь. Все было хорошо, погода была такая средняя, как бы ЗФИшная, назовем. Такая, ну, как пасмурная, нормально, так, солнце не светит, ну, все вроде бы нормально. Ну, сколько времени прошло, вот когда вертолеты улетели, все стихло, мы начали ставить, ну, готовить. Не, уже, по-моему, вертолеты улетали, уже начало подниматься поддувать, да. ветер. Но тут вроде бы задача несложная, что для 11 мужиков поставить одну палатку хотя бы, ну, вот базовую, где мы должны были жить там. Но не тут-то было. Но не тут-то было, потому что вот погода, знаете, как говорят, сорвалась с цепи. Потому что ветер где-то до 30 метров в секунду. 35 метров в секунду. 30-35 метров порыва в секунду. И вот 70 палатка у узлов. нас каркасная, то есть каркасы мы как-то поставили, проблемы начались, когда вот начали Мы эту натянули шкуру шкуру, натягивать на нее. да, а удержать ее Ну да, не тоже получалось. есть снимки, там 10 человек висело буквально на каркасе, чтобы его не унесло, а один по очереди набивал мешки. Саша бегал, набивал. Надо было привязать хотя бы первую стойку. Да, хотя бы какой-то крепеж, да. Вот, и когда мы специально заготовили дюбеля для камня, и первую оттяжку мы натянули к ближайшему камню, там я анкер поставил и притянул первую оттяжку. Освободился второй человек, потому что 10 стоек, 10 человек стояло, вот так вот держали палатку. Потому что реально поднимало, просто могло унести вверх. А Саша дальше- еще бегает, он такой на нервах, говорит, мне хоть кто-нибудь поможет. И один отпускает палатку, а остальные 9 начинают взлетать. Нет, не поможет. Не Канзасную. Да, хотя там вроде бы все не мелкие товарищи были, там как бы увесистые такие. Но первый день, да, тем не менее, мешки набили камнями, сделали оттяжки, там вот как-то затащили весь груз. Юбку В основном, обвалили да, всё тоже камнями. все эти ящики сделали себе спальные места, наладили печь. Я не помню, в первый день мы запустили печь или нет, я уже... Я Потому думаю, вечер, что мы по-моему, вообще позвали. не... Да, мы были настолько уставшие тогда, Уставшие, что да. просто лишь бы упасть там в спальне как-то... Но спать не удавалось, потому что палатка все равно все время... Да, и был снег пыталась еще улететь. сильно, да, потому что начало заметать, и там, ну, просто вот пейзаж, вот, то есть фотографии, когда мы только начинаем ставить палатку, ну, все зелененько такое, камни чистые, и буквально там через час все уже покрыто снегом, как часто бывает. И когда же вы смогли начать? Начали это прямо на следующий день. Первая поисковая группа пошла практически сразу. Без сна, без всего, без подготовки, без базы. Искать группу расставания, ну и просто смотреть берег. Прочесывать. С металлоискателем. Ну так, предварительно. Нет, условно наша задача была, мы как поставили, ну, первое, найти, вот мы называем это место расставания, то есть в книге, где Альбанов описывает место, где он как бы расставался с группой, куда вгоняет. Как залив описывают. Да, в тексте он вроде бы достаточно подробно описано место, мы надеялись его найти по этому описанию. А учитывая, что сам мыс Ниль, я уже сказал, он достаточно такой протяженный, то есть это, ну, более 5 километров. Да. Это был как бы в противоположной стороне от нашего лагеря. Но тем не менее мы решили, все равно по Более пути. 10 километров, по-моему. Ну, это смотря как там идти, там все равно как бы ровных дорог нет. Там еще была вторая задача, потому что ледокол Крайслер в 1928 году пришел на мыс Ниль земли Франц-Иосифа, установил первый советский флаг на этой территории и продуктовое депо. Ну и параллельно, вместо расставания, там где-то должно быть депо Крайслер. Может, что удастся колбасу гороховую найти. Ну или как минимум советский флаг. Ну да, флаг хотелось найти. Но, к сожалению, не нашли, а вот место расставания, ну, с более-менее, Ну, место депо тоже нашли. ну, там куча досок валяется, но колбасы не было, к сожалению. Кто-то вас опередил. Жалко, не нашли. Да, на месте расставания нашли обожженные бревна и как бы решили, что, скорее всего, да, это оно. Мы с вами находимся в самом начале мыса Ниль. Именно в этом месте нам встретились обожженные бревна. Вообще для этой территории обожженные бревна очень не характерны. Можно сказать, мы их встретили вообще первый раз за весь наш маршрут. Вот явно небольшие кусочки обожженной поверхности.
И таких бревен мы нашли порядка 5 или 6 штук. И мы имеем все основания полагать, что именно в этом месте Валериан Альбанов расстался со своей береговой группой. Вообще это место тоже очень похоже под его описание. Те же самые скалы, достаточно большой ледник. В общем, скорее всего, это оно. И вообще задолбался уже говорить, нам бежать за медведем. Свежий. Но нашли, очень непонятно было, с берега вообще непонятно, что Альбанов называл заливом. А когда уже на лодке вышли, мы на лодке обошли весь этот полуостров Сунгина, по-моему, называется, следующий залив с Леней Радуном, и вернулись обратно. И уже с моря, когда посмотрели и шли со стороны земли Александра, то поняли, что это вот залив. То есть с берега он заливом вообще Да, уже смотрится, никак он не смотрится смотрится. Там плоско, настолько скажем все так, да. изменилось, потому что ледник ушел, а в то время, видимо, был ледник. И было понятно, что он с одной стороны там пишет, что стена ледника, а с другой стороны башня там как замок. Базальтовый, да. Базальтовые скалы. Найти место, где на землю Георга высадилась группа Альбанова, достаточно сложно. Прошло уже около 100 лет. Тем не менее, нам удалось обнаружить площадку, похожую по описанию в дневниках. Мыс этот представлял небольшую площадку, постепенно поднимающуюся по мере удаления от берега. Она сплошь была покрыта, как зеленым ковром, толстым слоем мха. Много ручейков прорезывали эту площадку по всем направлениям и сбегали в море. С двух сторон она была защищена очень высокими отвесными базальтовыми утесами. Эти утесы, как стеной, закрывали площадку до самого берега, и забраться на них со стороны площадки было совершенно невозможно. А когда с воды идешь и подходишь, то видно, что это, да, реально, он выглядит как залив. Если лишь представить, что там ледник был, то понятно, что это вот место расставания. И следующая же партия, Женя пошел, и в этом месте реально раскиданы. А тоже получалось интересно, да, здесь, Жень? Когда на этом месте вот нашли обожженные бревна, вроде бы, вот, может быть они, может быть не они, но вроде бы они. А залезли на полку, на скалу, и с этой полки было видно, что бревна все вот так вот растащены от одного места. Ну да, очаг. И это было, конечно, загадочно, что за столько лет, и, ну... И потом случилось чудо вообще. То есть мы сходили, посмотрели, да, ну, понятно, ничего не нашли, кроме бревен. И поняли, что мы никогда не найдем депо Красина и флаг. Ну, вернулись на место. И с утра встали, давай готовиться. Все эта история. Я достаю металлоискатель, подходит Володя. Говорит, слушай, никак в жизни не держал в руках. Как он вообще включается и что там? Ну, смотри, кнопка вот так вот, такой звук должен быть. Он опускает его под ноги, такой, вот такой. И достает из лужи 2 гильзы. Не, ну не то, что там под ноги, я просто отошел от палатки, мы буквально даже я говорю, не перебывался, в сандалиях там вышли. Ну, то есть как бы... В сандалиях, ну попробовать там это прибор отладить, метров 10-15, там была просто большая лужа какая-то по соседству. И вот прям на краю лужи там зазвенело там диким воем. И гильза лежала, да. Тыльную сторону. 1910 год. Обалдеть. Вторая там же была там годы, да, и гильза вот именно там не российского производства, потому что он оставил этой группе, как вот Альбанов пишет в книге, норвежскую винтовку-магазин. И здесь было как раз вот явно это, скажем так, импортного производства, не наш калибр, и самое главное, 1910 год. Все. Ну что вы, наверное, То есть сразу это- воодушевились? Ну, мы такие... Нет, сразу все разошлись по углам курить, потом сошлись, надо идти дальше. Не, ну это было, понимаешь, как указатель все-таки так сработал, потому что вот до этого как бы несколько дней поисков, таких утомительных прочесывания мыса Нили. вообще это по-моему, так- не спали. Вот это Мы вот не несколько спали, потому дней, что полярный это день. было непрерывно. То есть первая группа прошла, уходит другая. А видно по следам, где прошла первая, идут другие там. Все одна за другой вот так вот ходили, прочесывали весь этот мыс. Следующий день мы прочесывали всю площадку вокруг лагеря, вдруг еще что валяется. Что-то в какой-то момент уже надоело, все уже не выспавшиеся, очередное безумие. Я говорю, хочу покурить, но хочу покурить вон там, на скале. И мы вчетвером, помню, я, Радун или Рябчик, мы полезли, черт знает куда, как такой уступчик, сидим, курим. Я смотрю вниз на всю эту, что-то мне надоело. И так поворачиваю голову, а там ледник продолжается. Я говорю, ну вроде можно пройти, пойдем завтра туда. Что нам просто так? И вот на следующий день буквально вот собрались, нас было 5 человек.
Ну, в принципе, это так как бы логично, мы и планировали продолжать, потому что туда направление через ледник было это как раз к мысу Гранток. Это куда должны были идти вот эта пешеходная группа, это куда уплыл на каяках Альбанов, мы все равно должны были идти в ту сторону. Просто туда. сверху увидели, ну, как бы Пройти можно, логичный ледник маршрут, да. нормальный, да, все, пошло. Ну и вы вот чисто по логике, где они, ну понятно. Да, но мы повторяли ближе, маршрут. дальше. Но Нет. по сути мы низ прочесали. Конечно, не так, чтобы вот это каждый камень перевернуть, но все проходимые, но там же тоже не везде удобно идти. Рельеф, может быть, изменился, но в некоторых местах прям видно, что это старая полочка береговая. Идешь по ней как по дорожке, то есть, скорее всего, все равно они прошли там, Ну, где то есть, удобно нет, идти. просто думали, вот как бы шли смертельно уставшие люди. Они, естественно, они не стали бы забираться там на эти на ледовые купола куда-то или там на базальтовые скалы. Они шли бы где-то максимально близко к берегу, потому что для них важно было вот видеть Альбанова, видеть море, придерживаться моря. Потому что если спускается туман, ты можешь ориентироваться на самом деле только по виду моря, либо хотя бы по звуку моря, которое пробивается сквозь туман. То есть они где-то шли вдоль. Пойти они могли вот как сейчас мы идем, то есть по кромке траверсом ледника, куда можно до первых трещин. Вдоль берега моря, потом, когда поднялись на тот самый ледник, который Женя вспомнил, тоже по его краешку, чтобы пройти дальше. И вот там случилось, наверное, самое интересное у нас. А Да, кто обычно шел? я Как вы всё выбрали, кто пропустил. пойдет? Ну, с самым большим опытом ребята. Кто пошел. ну, мог бы, да, пройти? Да. Инициативная группа, назовем так. Леня Радон, Саня Унтила. Ну, Рома спасатели, Бойнов, Рома Женя, Бойнов, и я, да. Ну, Женя. то есть там, да. Спасатели и те, кто альпинистской занимался там подготовкой. альпинистской спелеологической подготовкой. Володя, спелеология. Промежуточный тупик. То есть уже кончается легкий путь. Видно, куда идти. Это вот, мы знаем, что это скалы полосатые. Альбанов в лучшем случае знал, что это мыс Краутера, предполагал, наверное. Или, может быть, даже его назвал мысом Гранта, потому что здесь легко перепутать. Нет, я имею в виду, нет, правее, дальний, да. Это карманы, которые на карте Нансена не обозначены. Там разорванный ледник. Вот как они могли его пройти, непонятно. То есть мы можем только попытаться его пройти, дойти до каких-то первых непроходимых трещин. То есть вот уже тупик очевидный. То есть там, где группа должна была либо повернуть назад на пляж мыса Ниль, либо уходить на купол Пири наверх и пытаться пройти к заливу Грея. А вы пошли уже как бы, ну, Не, ну с куда прицелом Не, ночевать не- в дороге? если Нет, что? нет, это Или просто был такой вылазка выход. такая? Задача была, вот я помню, мы договаривались, мы должны, потому что мы еще помню, когда с вертушки, я помню, перед выходом, я Олегу Продину показывал вот наш план. Куда вы собираетесь? Я говорю, показываю, Олег, помнишь, когда мы на вертушке летали, посмотри, вот я снимал. Там было видно ледник, мы прикидывали, ну, часа полтора, два, три, вроде бы там трещин больших нет, то есть, ну, связки мы возьмем, но мы действительно в систему на себя надели, как бы веревку взяли на всякий случай, ну, вроде бы таких больших трещин нет, то есть мы должны его пройти там беспроблемно за несколько часов. А там какая-то микробухточка, какой-то пляжик, вот мы хотя бы прочешем его, а дальше будем смотреть. На берегу у скал безымянных. Выходим в эту бухточку, на этот пляж. Я говорю, мне нужен кадр, как вот сзади идете. И я камеру поставил там на берегу в прибой, говорю, все, идите. И они долго такие идут, а там ледник здоровый, то есть красивый кадр, ледник, я там на разных углах трансфокатора играюсь, как там ближе, дальше. Ну, в общем, пока снимал, они уже ушли, дошли до этой бухточки. Я в камеру подбегаю, сидят, курят, а Унтила пошел гулять вокруг. У них обувь была похуже нашей, И я только подхожу, вот это раздается крик. поменьше, гораздо поменьше. Что? Где? Да ладно, прикалывайтесь. Прибегаем, там кости торчат. И вот мы все это дело нашли. Естественно, обратно же не могли прийти. А что нашли-то? Ну, первое впечатление, что мы нашли всех троих сразу, четверых. Ну, то, что мы нашли, просто Скелеты, это была вот да? такая эмоция, мы нашли все. Кости, берцовая кость из-под камня, вот насколько я понял. Первое, что Да, увидел первое, что я видел, тоже, Саша да. Унтила, это была берцовая кость. Тут вот с одной точки сколько видно? Раз, два, три, локтевая кость. Ребят, на этот камень осторожно, потому что там рука. И вот еще фрагменты вещей, видишь? Да. Здесь то ли шапка, то ли носки, какие-то вещи. Слушай, ну рядом со снежником камень, где под камнем ребро. Не, ребро или железка? И железка, и под этим камнем ребро. Накрытый. Вот еще ребро, вот здесь, понимаешь? Кости, Вот здесь ребро. Какие-то фрагменты там одежды, какие-то брезент был. Ну, в общем, явно, что это вот было то, что мы Шесты искали. под камнями, я помню, что заглянуть, там что-то лежало. Ну, Ну вот тазовая кость, явно человеческая. Вот, взрослого человека, мужчины. Вот выемка под сустав, крыло тазовой кости, губчатая ткань.
Ну, как лежало, так и лежит. Я снял их. Оставляем пока на месте для дальнейшего изучения. Там эмоции были такие, что, ну, Да, мы там въезжали. ну да, здоровые мужики, чтобы себя так вели, никогда так не видел. Ну, это- Хорошо, что вас там никто не видел. Да. Жалко, что эта камера не сняла. Да, вот это, Ну, у да. оператора тоже были эмоции. Самое интересное было, когда эти вот заговорщики вернулись. Мы решили ничего не трогать их, но все, дальше у нас же археолог с нами. Не-не-не. Хотя руки чесались просто аж вот, но сдержались. Ничего не трогаем, а мы с собой взяли, ну, на всякий случай, в медицинских целях, там сколько-то виски. У меня там бутылочка вискаря в палатке валялась. Мы пришли, у нас обычный ужин, всю дорогу мы держались. Вот дают вообще. Женя такой заходит, это самое, воротник вот так вот, такой глаза бегают. Ну, естественно, Олег так сходили. Ну, нормально. Нет, Женя, Ничего не я помню, заподозрили, мы шли, да? пришли, тоже Конечно, невозможно, заподозрили. хотелось улыбаться, разрывало просто. Я помню, мы нашли с Леней задачу, пойдем, я помню, Рома повел, Вели они себя Леня, неадекватно. пойдем там морскую капусту на берегу, то есть находили себе задачу вне лагеря, мы пришли и сразу ушли, я помню, капусту там мыли с чем-то. То есть что угодно, потому что невозможно в палатке с мужиками было находиться, потому что разрывало. Они хотели сделать сюрприз. Не, потом сели ужинать, я зашел за бутылочкой виски, я говорю, Олег, давай выпьем ничего, просто так, виски. Он говорит, да ладно, рано еще только прилетели. Ну, ничего, нормально. И первый тост, я его еще по дороге придумал, я говорю, Олег, да, выпьем за этих людей, которые приехали сюда искать, и вот сегодня нашли. Он меня поправляет, говорит, не нашли, а найдем. Я говорю, не найдем, а нашли. В смысле? Ну, все, можно рад. Все эти выпивают, все остальные вот так вот с рюмкой. Вот это да, вот это И дальше опять вторая вспышка эмоций там. Вопли, крики. Я говорю, все, ну, мы думали, честно, что у всех троих, там, ну как все лежат, все нормально. И на следующий день, естественно, там уже все подорвались, все, кто только мог. А археолог-то кто был из вас? Дановский. Артемий Дановский. Ну, открытый лист, там тоже, мы же ходили в институт археологии. Явно не задали винтовки. К академику, к Макарову, да. Сначала нам дали двоих археологов. Макаров сказал, нет, эти не пойдут, нужен другой. Нужен нормальный тип парень такой. Да. Но археолог там несчастный человек был, потому что там археологии как таковой нету. Археология это По культура. определению археологии нету, но все Ему равно такое это- везло, мне кажется, вообще. Что его взяли. Он не понял, что это было его везением. Да, его в приказном порядке пнули в какую-то с какими-то здоровыми мужиками угрюмыми. Бедняжка. А он маленький, щупленький, да гунду. И через Ну, 2 вот когда недели он пришли. говорит, а вот в это время я мог бы сейчас в Феодосии, на теплом море. Присели бы к Феодосии. И он раньше улетел. Он сделал работу, все обследование. Когда вы пришли на следующий день, он же мог бы уже что-то там Да. трогать, да? Потом пошел как раз археолог. Сначала произвели все Съемки, измерения, да, съемки, все съемки. план местности, там с этими линейками, с теодолитами, там с растяжками, там вот каждую находку помечали красными этими самыми, напилили Да, фишечки фишечки, такие. да. Что там было, кроме берцовой кости? Ну, весь скелет практически. Скелет, Без личные. черепа. Без черепа. Да, все личные вещи практически, все. Мы находили даже ногтевые пластинки. Одежда, Много рюкзак. одежда. Ну, надо понимать, что культурного слоя, как Женя сказал, там не было. То есть, ну, это не археология. Просто в Это, камнях. скажем, надо понимать, где нашли. Это марена, это вот как бы склон марены. И вот как бы на одной площадочке там вот были как бы останки человека сконцентрированы, а все находки были, ну, скажем так, полосой от гребня марены вот к этим останкам. Эти останки были исследованы в Российском центре судебно-медицинской экспертизы. Мы очень многое можем сказать об этом человеке. Мы знаем теперь, какого он был роста, какого телосложения. Мы знаем вплоть до мельчайших особенностей: размер обуви, ширина плеч и так далее, и так далее. Единственное, что нам не удастся определить, это индивидуальные портретные особенности. Хотя элементный состав, который обнаружен в костях, позволяет говорить о том, что это был человек, детство и юность которого проходило в регионе, который был богат свинцом и отсутствовал селен. Ну, в качестве такого региона можно назвать только один – это Прибалтийский регион. Что касается других регионов, то это маловероятно. Ты еще расскажи, как ты наверх поднялся.
Ну это да, это тоже нам не верят. Вот получилось, когда уже вот начали работы, ребята там это разбирают, там камни, надо сказать, что сложно, потому что кости не лежали на поверхности. Вот мы увидели, как эта кость торчит из-под базальтовых глыб, а многие глыбы были просто вмерзшие в лед, впаянные в лед. То есть и надо как-то глыбы убрать, чтобы в это время не поломать кости, там не повредить другие находки. Аккуратненько. Но мне надо было сделать, просто хотел сделать фотосъемку сверху. Я поднимаюсь на гребень Марины, прямо над этим местом, иду и буквально спотыкаюсь, лежит нож. Вот прям вот лежит на гребне Марины нож, как будто его кто-то положил, я прям аж вздрогнул, оглянулся в поисках хозяина. Вот прямо над тем местом, где лежит человек. Фотографию потом показывали на каких-то докладах, выступлениях. Не верь, но не может так лежать. Может. И такие вещи случаются. Потом позвал Женю, когда пришел с металлоискателем, мы там прозвонили рядом. Тот же 910 года. Да, аналогично. Очень хорошее состояние. Марли. То есть 2 патрона, выпущенных на ней. Тут же нашли, там рядом там была ложка и какие-то непонятные штучки, когда начали. Это как раз вот я сначала не понял, что это такое. Какие-то 2 стеклышка там были, таких бутылочных. Да? Это нет, они не были очевидно очками. Это были, вот я смотрю, бутылочное стекло с какими-то обколотыми краями, какие-то тряпочки, какие-то жестяночки с дырочками. Ну, то есть это не было очевидно. Потом уже мы когда достали очки, самодельные. Да, потом еще была какая-то штука, которую мы посчитали каким-то снегоступом. Это была какая-то палочка с какими-то там ремешками. Думали, их фрагмент снегоступов, а потом, как оказалось, это называется, как на лыжной палке, ограничительное кольцо. И вспоминаем, что тоже у Альбанова в описании, когда они начали идти по ледникам, он прям настаивал, что обязательно идете по леднику, прощупывайте перед собой дорогу впереди, чтобы не провалиться в какие-то ледовые трещины. Да, и, видимо, это кольцо было снято, было, видимо, в рюкзаке. И вот тогда уже как бы появилась такая версия, одна из первых версий, как погиб этот человек. Что на самом деле место гибели его было не там, вот, где мы нашли останки, вот как бы внизу Марины, а вот именно на гребне. Человек мерзает в ледник один. Либо падает с речки, либо мерзает в ледник. И вместе с ледником его тащит вот сюда. Вот тебе все находки по одной линии. По одной линии. Вот тебе раздробленные кости разбросаны, не раздробленные, разбросаны. И вот тебе одна линия. Ледник обтекает скалы с 2 сторон, как река. Если посмотреть вот по направлению края этих скал, идет четкое направление движения ледника. Я увидел, как это могло произойти, потому что, представляем, вот, расстались Альбанов, на каяк, своя группа уходит морем в сторону мыса Гранта. Тут надо еще сказать, что даже вот для нас, кто уже был подготовлен, у нас там были спутниковые снимки, там и карты, и так вот местность уже мы привыкли. Я все время, вот когда смотрел в ту даль, куда уплыл, скажем так, Альбанов, называл это мысом Гранта. Вернее, мысом Краута, который был как бы перед мысом Гранта. А на самом деле оттуда не видно с этого места ни мыс Гранта, ни мыс Краута. Это так называемые скалы полосатые. Но они таким выступом, таким бастионом смотрятся. И я думаю, что люди могли как раз ошибаться, учитывая, что они шли по перерисованной карте Нансена, весьма условной, где никаких этих скал полосатых не было, а была только ближайшая точка мыс Краутера. Они, скорее всего, принимали вот за мыс Краутера. А вот за ним там совсем уже там Гранта рядышком. И, скорее всего, что получалось, Альбанов, когда исчез вот как раз за этими скалами полосатыми, эти люди, видимо, решили подождать. Может быть, не спешили переходить дальше по леднику куда-то дальше. Сейчас Альбанов забеспокоится. Да, Альбанов забеспокоится, должен вернуться назад. Но как оказалось, здесь вот, конечно, вот у нас было вот сотни версий, до сих пор мы спорим, как погибли эти люди. Ну вот по моей версии, я как бы свою, одну из версий скажу, что скорее всего вслед за Альбановым, там посидели, отдохнули и, наверное, пошли дальше. Пошли дальше, там был еще один такой же ледник. То есть на самом деле весь берег это как бы чередование ледников, когда спускаются к морю. И вот тот ледник, про который вот рассказывали, как мы его проходили, он достаточно простой. Даже нам не пришлось связываться ни разу веревкой, какие-то небольшие трещины, мы просто либо перешагивали, либо перепрыгивали. И вот в этом месте, где мы нашли человека, буквально там метров, наверное, через 700 начинается следующий ледник. Такой же плавный подъемный ледник, выглядит точно так же, как предыдущий. Вот наш тот ледник, предыдущий, в который мы первый прошли, мы его так между собой, на картах этого названия нет, назвали домашний, ледник домашний. А следующий ледник у нас получил в нашей такой внутренней топонимике название смертельный. Почему? Потому что я уже помню потом, когда мы облетали на вертолете, я его много раз снимал, и когда мы там с моря смотрели,
это действительно страшно. Он непроходим, как мне кажется, потому что он весь очень разорванный. То есть он весь состоит из открытых трещин. Это лабиринт этих трещин, разрывов, то есть непреодолеваемый для неподготовленных людей. Но учитывая то, что все-таки они шли в более холодные годы, чем мы, когда у нас явно хотя бы эти трещины открыты, а в их время, скорее всего, был тот же самый ледник с теми же самыми страшными трещинами, но они были закрыты снежными мостами. Самое страшное вообще в альпинизме, в горах и в Арктике, самый страшный рельеф местности, самый опасный точнее, это закрытые ледники. Почему? Потому что для человека выглядит как такое снежное поле, ровное, по которому хорошо и приятно идти. Человек начинает свой путь, а это фактически можно сравнить только с минным полем. Что, скорее всего, и произошло. То есть они, видимо, когда вступили, начали переходить этот ледник, а опять же Альбанов настаивал, чтобы они связывались обязательно при прохождении опасных ледников, если где трещины. Возможно, они были связаны. Они, возможно, были связаны все, и, скорее всего, первый впереди идущий падает, срывается в трещину и утягивает, естественно, за собой других людей. На самом деле, даже альпинистам, опытным при прохождении ледников, часто бывают многие люди, гибнут, получают травмы, имея ледорубы, почту, специальное снаряжение, они знают, как надо зарубаться, как надо падать, знаете, у этих людей этого не было. Это, напомню, были люди в крайней степени физического и психологического такого истощения. Скорее всего, я думаю, что трое улетели мгновенно сразу в какой-то трещину. Четвертый, который заключал в последнем движении, возможно, у него был тот самый нож, который он на гребне нашел. Он успел, может быть, отрезать себя, либо он не был просто привязан. Почему? Потому что у него был единственный рюкзак со всем грузом, потому что нес груз. Неважно, почему человек, который единственный мог остаться наверху. Остальные трое улетают в трещину. Там они гибнут мгновенно, скорее всего, обречены на неизбежную гибель. Помочь он никак не может. Представьте, у тебя 3 товарища только что были, вот они там умирают. Ничем помочь ты не можешь, и ты понимаешь, что ты сам дальше не пойдешь. Во-первых, страшно, и это непроходимо, как я сказал. Там Женя потом расскажет, как мы себе тоже делали такой эксперимент, пытаясь преодолеть его. Надо брать с собой 2 6-метровые доски, сорокоп. Не, Роман Петрович, мы не ставим себе задачу во что бы то ни стало преодолеть этот долбанный ледник. Хотя для себя было бы интересно. Мы ставим задачу доказать, что они здесь могли пройти. Да, почти, да. Это суперопытные люди с современным снаряжением, упитанные, с хорошим питанием, опять же, со всякими картами, спутниковыми снимками, не прошли. Были в меру упитанные. Неважно. Факт, что это человек, который, представь, ты остался один в этой ситуации, твои товарищи или уже погибли, или умирают там. Куда ты пойдешь? Дальше нет. И ты можешь только либо остаться здесь, но, скорее всего, он вернулся назад на предыдущее место, как раз на тот гребень Марены. А это потом уже несколько раз поднимался. И, действительно, это лучшая точка, ребята, не буду соврать, откуда обзор всей этой микробухточки. Лучший обзор. Да. И если появится каким-то чудом Альбанов всегда возвращался, на что они надеялись, его будет оттуда прекрасно видно. Я думаю, там этот человек просто сел и просто ждал, смотрел туда в горизонт. А дальше он просто, я думаю, умер, от жизни такой. То есть там питания уже не было холодно, голодно. Еще, может быть, какой-то версии мог убить белый медведь. В таком состоянии мы не знаем, как это произошло. То есть, скорее всего, смерть произошла. Да, смерть произошла именно наверху, на гребне этой Марены. А тело уже потом, когда он умер, оно могло скатиться само, потому что он там таяние льдов, снега, мог стащить его туда даже мертвого, допустим, белый медведь, и рвать уже внизу, там тоже не исключено. Но гибель произошла наверху, когда он ждал, видимо, помощи, этот последний. Но вопрос, почему? Потому что мы не нашли останков 3 людей, рядом ничего не было. Мы нашли останки только одного человека, но вещи, которые принадлежали, условно говоря, всей группе. То есть весь групповой набор, за исключением оружия. Да, это как раз подтверждает мою версию в таком плане, потому что если оружие у кого было, по логике, если группа мы идем, у нас оружие всегда впереди идущего. То есть как раз тот человек, который первый мог упасть в трещину. Почему мы оружие не нашли? Может быть, первый шел как раз с той палкой? И с палкой, и с оружием. Неважно. Факт, что оружие тоже, мы не смогли бы его не найти, потому что у нас металлоискатели и достаточно подробно исследовали, это уже вещь не маленькая.
Так получилось, что найдены останки человека без головы, да, и все вещи, вот, которые в группе, которые вот описаны опять в книге у Альбанова, ну, самым подробным образом. Потому что вот, все находки наши сверяли вот с книгой. А расскажите про дневник. Мои воспоминания после стольких лет. Значит, как это было? То есть первые находки это были кости, это были личные вещи, это были там это вот часы, свисток, да, там вещмешок, это ведро, в котором они там как бы кипятили воду. Потом, чуть ниже было. Да, потом среди камней я нашел кружку, помню, единственную, которая тоже у них описана. Кружка была не как кружка, это была фактически и кастрюля, в которой там готовили яйца, там все варили. То есть это как бы вот одна посуда на всех тоже была найдена, эмалированная такая, простая. И всегда, я не знаю, когда выходил перед работой на склон, я его буквально всегда проползал. Ну, смотреть между камней. Там надо понимать, что очень крутой склон, по нему ходить невозможно, так, знаете, как говорят, на 4 костях. То есть вот ты идешь, как бы опираясь, и надо очень осторожно, чтобы на ребят камни не кинуть. Склон живой, так называемый, очень подвижный. И заглядываешь между камней, вдруг что-то. Первая находка была как раз рядом вот под ножом, помню, вот тоже какие-то валуны, когда там уже вот Женя там расчистил с металлоискателем, там ложку нашли, там еще пару патронов мы нашли. И вот ниже, помню, того места, буквально там был большой камень, под ним я раз и смотрю, какая-то штука. И там был просто комок бумаги. Тогда еще это нельзя было назвать дневником. Первая находка была просто комок бумаги. Я помню, Олегу тогда отдал, он его там запечатал, чтобы, ну, сейчас не будем даже пытаться его раскрывать, да, им все интересно, ничего не понятно, просто комок бумаги. А вот буквально на следующий день, то же самое, вот в очередной, кажется, прополз по этому склону, смотрю, между камней светится что-то такое желто-белесое. Я так раз рукой туда пальцами. Я подумал сначала, мы искали, конечно, в приоритете людей. Я надеялся кости. Думаю, может, останки еще одного человека там. Я раз, ну, по ощущениям, не кость, что-то более мягкое, непонятное. Аккуратно там вынимаю венками, смотрю, бумага, прям стопка видна бумаг, и там Саша Ункова рядом. Я говорю, Саня, давай сюда, потому что очень вот прям вот все такое осыпное. И вот у меня был, помню, какая-то хирургическая работа, мы даже других побоялись звать, потому что если народ побежит, просто от топота все может осыпаться. Аккуратно. Не, я сниму. Да, ну, тебя, естественно, позвали, это же надо было зафиксировать историческое событие, да, ну там, да, действительно. Глаза горят, усы топорщатся. Да, хочется все это сделать быстро, но с другой стороны, тоже страшно, потому что, не знаю, боялись больше за себя, что голову разобьет камнями, либо вот за дневник. Но тем не менее, вот там лежала вот фактически тетрадка. Уже тетрадка. И помню, когда вот прямо на месте отогнули там листочек, ну, оно все читали, ну, все читаемо. Прям тут, конечно, уже вот это адреналин, и вот здесь вот именно связь времен чувствуется. То есть даже не тогда, когда ты берешь кости человека, да, это, конечно, такой волнующий момент, а вот именно когда вот это вот ты видишь буквы и там какие-то имена, и вот помню, достали эти тетради, мы там спустили вниз, и вот уже в лагере, и вот мы решили, конечно, так, смотрим, сохранность прям, ну, отличная. Отлично, хотя лежало просто вот между камней, практически на поверхности. То есть это не было где-то там засыпано глубоко, просто между камней, даже как бы льдом не было там сковано. И мы решили, ну, посмотреть, сохранность нормально, и я предложил Олегу, Олег, давай я все-таки хотя бы сделаю первую съемку, не знаю, как до Москвы долететь, давай вот в этих условиях, в этом климате. Давай. И мы так аккуратненько просто вот, прямо на месте все пересняли. И большая часть, да, на картоночке, да, аккуратно перелистываем, и многие вещи вот просто читались с листа. Нас, конечно, мы все-таки самое интересное было нам найти дневник вот этих последних дней, это вот как бы мы не знаем, что было с людьми, но уже там по датам мы заметили, что это был 1913 год, то есть это был дневник, который велся во время дрейфа на Святой Анне. Но самое главное, когда вы, помню, в очередной раз перелистываем листок, там всякие там какие-то эмоциональные записи, там, то скучно, то грустно, табак кончился, там вот такое вот, какие-то такие вот бытовые заметки. Но в основном там спрашивают, а что там в дневнике? Я говорю, ну там ничего особенно интересного, на самом деле повседневная жизнь. Допустим, убили, чаще всего, пошли на охоту, убили медведя, притащили медведя, там температура такая-то, погода такая-то, все грустно. Да. Но самое главное, что было вот для нас, на одной из страничек там было запись в дневнике, по-моему, июлем там обозначен, прошло ровно год, как я поступил на службу на Святую Анну. И вот это вот где в тексте Святая Анна, значит, это 100% мы нашли то, что мы искали. Вот это, я считаю, вот, ну, наверное, вот как бы одна из самых таких вот важных находок, вот это как бы факт зафиксировали. Но вот я считаю, что дневник, он действительно давал это ощущение какой-то вот именно связи вот с теми людьми, самое сильное ощущение. Но еще через день, буквально опять, Саша Ункова, то есть тогда я его позвал, тут он мне говорит, Володя, иди сюда.
Это было вот под площадкой, где лежал человек. Вот морена. Это мы с Олегом разгребали снежник. Да, вы разгребали снежник. И появился кусочек этого самого Да, бумаги. не знаю, Но но я не помню, я уже тоже Нет, всё меня это он делал, потому смазалось. что, помню, позвал, да, иди сюда, бегу. Там у меня нож и вилка Это была. есть, Тут же да. прилетели Володя. Да. Значит, это точно писали уже здесь. Записка, да. Луняев. Слушай, там текст вообще. Мы искали голову, на самом деле. Хотели голову Голову найти. да. Если там была лежала между камней, то здесь, что удивительно, этот листочек торчал просто из снега, ферн, причем такой, ферн, то есть такой грубый, вот как бы крупные зерна снега, что вообще нереально. Причем лист в отличной сохранности. Тоже нереально. Вот так вот, если кто-то нам рассказал, это было бы... Нет, не поверили бы, Нет, что такое может здесь нереальность в чем прежде всего? Потому что, я говорю, если бы мы, я уже говорил, что мы бы оказались бы в этом месте в 2009 году, мы бы не нашли ничего, потому что это было бы все просто под снегом, мы просто ничего не нашли. Если бы нашли, вернее, экспедиция была бы в 2011 году, мы тоже ничего не нашли. Потому что уже тогда сильно потеплело, снега не было, а листочек, снег бы стаял, представь, а ветра там сильные всегда. И просто бы разбил этот лист бумаги о камни. Тоже мы ничего не нашли. А лист был из этого же вот? Да, из этого же, да. Там вот раскрыли, да, все, это тот же самый почерк узнаваемый. Самое главное, что там имена людей, которые вот в книге Арбан, там, Луняев, Шпаковский, то есть все знакомые, как бы, уже как своих воспринимали. Нет, там Штурманов. Нет, там Луняев, Шпаковский, вот именно на том листочке, что такое было. Если в состоянии они были писать, И не позже, значит, какие они точно были в состоянии. Там еще было, как бы я помню, вздрогнул, там была надпись, такая, он был же согнут, то есть не ровный листок, а такой он как-то сложен каким-то странным образом. Там слово Ниль, там это прям на Ниле писали, наверное. Ниль, на Ниль, бросает, бросила, болел его. А потом, знаешь, разворачивай не Ниль, а Нильсен, фамилия матроса, но все равно как бы заставило так вздрогнуть. Это все равно из того же дневника, который вот велся в 1913 году в основном. Знаешь, это фантастика. Да, но вот и вот сохранность в этом в снегу отдельно, это, конечно, вот. Вообще, даже представить себе трудно было, что это сохранилось. Как оно вообще могло сохраниться? Но самое интересное, что вот когда Джексона в банке, все, что было в банке, Так, ребята, банка. Истлело, а снаружи лежал просто кусочек между журнала, камней. Банка истлела, он думаю, внутри остался там всё целым нормально. в камнях. Да, так что по опыту можно сказать, если что-то вы хотите сохранить в Арктике, не надо там упаковывать какие-то Ну, спецбанки. сейчас Арктика уже другая. Да. Нет, просто положите между камней. Это сохранится лучше. Газета или журнал. Сейчас посмотрим датировочку. Love, and then just when love, golden powers were sweet around you. Это какой-то такое ощущение, что это какой-то женский роман. Слушай, а сохранность? The ladyship will be dealt directly. Слушай, читается, смотри, как текст сохранности. Ну а что будет читаться? Печатный текст? Rose was looking around. Глава какая-то там, можно вполне Смотрела сквозь брачную комнату со знаком видимого удовольствия. How long it seemed since she had stood in such a... Потом в каком-то в 2011 году уже нашел еще, вот где там уже вот записи Максимова, где там схема была. В 12-м Олег нашел, а в 11-м мы еще пару кусочков нашли. Да, но ну мы... это же фрагменты бумаги. Да, фрагменты И какие-то. да, в 11-м я нашел еще тоже этот фрагмент обложки вот, Калинкоровой. Калинкоровой Это как раз то, что подтвердило, потому что у Эрмини было в записях, что всем матросам она купила вот эти общие тетради в Калинкоровой обложке. Потому что вот тогда... Кусочек варежки еще. Да. Там была как раз вот кусок обложки, это Калинкоровой. А еще волосы мы там находили, Да. когда Звягин был. Тоже такая смешная. Но меня удивило вот все-таки вот это стеклышко. Знаешь, такая вроде бы находка не важная, я даже не знаю, в музее там сдали, наверное, сдал Олег все-таки, я не знаю, вряд ли она лежит на витрине, но для меня это вот одна из, знаешь, таких психологических находок. Почему? Потому что, понятно, там кости, фрагменты одежды, дневники, там ложки, гильзы, патроны, это все как бы естественные находки. И знаешь, вот среди всего этого в очередной раз мы чистим склон, а мы уже, это был 11-й год, по-моему, когда вот этот несколько сот. Этот склон весь по кирпичикам переложили. Ну там не кирпичики, там, скажем, Булыжнички, некоторые такие, там знаешь, это неподъемные какие-то там сотни килограмм. У нас уже не было отпечатков пальцев на руках, там это все стерлось. Володя посчитал, что где-то 500 тонн мы переложили. Как минимум, я думал, от 500 до 1000, может быть. Потому что что-то мы сваливали, что-то у нас единственное слоями оттаивает, мы убираем. То есть проходим, что-то там все равно появляется. И вот в один из проходов мы схожу просто
Смотрю, такое яркое, даже красивого сапфирового цвета стеклышко, ну, бутылочное стекло такого ярко-синего красивого цвета. И знаешь, вопрос, а откуда оно здесь могло взяться? Потому что посуду они точно не упоминали, вряд ли что-то тащили. Других обломков нет, просто стеклышко. Я так подумал, что, возможно, человек какой-то тащил прямо со Святой Анны. Почему? Потому что, смотри, вот до этого они провели несколько лет в этом неуправляемом дрейфе в Арктике, где у тебя черно-белое кино в основном. То есть черно-белые тона, вот белое и всякие тона серого. Вот цвета на самом деле человеку жутко не хватает. Не то что света, а еще цвета. Я думал, где-то, может быть, на Светлане какая-то там посуда или что-то, там бутылки были. Вот нашел какое-нибудь стеклышко, и иногда, знаешь, вот когда что-то тоскливо, он может хотя бы на него посмотреть, вот просто сквозь синее стекло, и да. Возможно, он его нес, потому что это вот рядышком, ты напомнил варежку, она лежала, варежка, возможно, как варежка нес с собой, как какое-то, знаешь, вот такое вот отдохновение вот, психологическое. Потому что иначе я не могу объяснить эту находку, она вроде бы простая, но какая-то такая психологическая зарисовка, что чувствовали люди тогда. Да, интересная такая реконструкция. Ну, это версия, мы же говорим о версиях разных, утверждать не могу. Но... Вы что-нибудь новое узнали об этой экспедиции только из собственных изысканий? Вот, или ваши изыскания, допустим, подтвердили то, что вы читали уже, то, что вы знали, или вдруг что-то такое опа? Ну, мы подтвердили, что Альбанов был почти везде прав. То есть нет, главное не то, что прав, наверное, правильно сказать, не врал, потому что многие все-таки обвиняли Альбанова в том, что он написал это как бы для самооправдания, как выдумка. То есть, вот, наверное, вот это вот. Ну, честно говоря, есть вопросы к Валерию Ивановичу. Но в плане документирования вот этого похода он практически целиком. То есть я выделил в береговой группе там список вещей. Мы эти список вещей поднимаем. Ну, прям по списку буквально идем. Мы нашли, мы узнали, где погиб один человек, это новое. Мы узнали автора дневника, который был при нем. То есть личность этого человека, она под большим вопросом. Автор дневника, ну, практически 100% Владимир Губанов. Потому что там, описываются права машины и возможности ее ремонта, там какие-то есть заметки, а Губанов был механиком. И плюс в какой-то момент он пишет, что вот сегодня меня пришел поздравить с Немангелу, там еще кто-то. И Роман Штурман, да, и Роман Петрович специально грузил каких-то священников РПЦ, они смотрели по свету, кто в этот день, вот там еще старый календарь, кто был День Ангела. Там было два имени, в том числе Владимир. А кто там был у нас? Владимир только один, Владимир Губанов. А каких-то кардинальных вещей, наверное, нет. Больше всего всех интересовало еще со времен Каверина, где почта Святой Анны и где сама Святая Анна. Ну, эти вопросы до сих пор. Альбанов же писал, что почту они отдали на второй каяк, потому что он был нет, больше. Нет. Альбанов описывал свои вещи, когда они пришли уже на Мосфлора и начали переносить вещи туда на базу Джексон. Он говорит, ты вот в каяке, и он начинает перечислять. Вот это, вот это, вот это. В том числе банка с почтой. Это последнее упоминание этой банки с почтой, когда он уже поднялся на борт Святого Факия. Пенегин ни о какой почте не упоминает. Но при этом он приехал в Архангельск и передал выписки из судового журнала. Вот это он донес. То есть вот это так и осталось загадкой с этой почтой, да, непонятно. Что. Непонятно, скажем. Куда все дело? С письмами. С письмами. Потому что копию журнала он отправил. А куда делись письма, непонятно. Мне еще непонятно, почему он, во-первых, почему он решил плыть сам в каяке, а не пешком идти. Куда? Ну, вот было две группы. Разделение группы. Да, Альбанов, почему он с этими пошел, а не с другими? Ну, во-первых, он штурман. Он штурман, он знал, куда плыть. А почему он себе в каяк взял именно Конрада? Потому что я читала, Конрад со Шпаковским дружили, они были прям не разлей вода. Ну и сели бы вдвоем в каяк, в принципе, вполне естественно. Ну, мы сейчас конспирологию, да, это то, что мы не очень любим Альбанова, как человек, как полярный исследователь, он очень много сделал. Спасибо ему огромное. Нет, мы не можем можно сказать. критически попробовать Конрад это был рассматривать. один из самых сильных, оставшихся физически сильных людей. Это первое. И второе, Шпаковский шел на другом каяке. И как раз грамотнее было разделить. Потому что, когда два человека сбежали от Альбанова, он нигде прямо не упоминает кто, но там очень легко высчитывать, да, что это Конрад и Шпаковский. И после этого их сажать вдвоем на один каяк, то
Не, Ни один штурман такого не сделал. Нет, там в грамотно. школе рассадить. Я Нет, думаю, что да. это было политическое решение. Он не мог оставить Шпаковского и Конрада вместе с Максимовым на берегу. То есть он должен был за ними присматривать. Они должны были при нем быть. Потому что... В команде была все-таки обида, потому что их сначала в первый день, когда после людей. побега их хотели убить, просто хотели убить. Они чудом остались живы на, скажем, мысе Мэри Харсфорд, только благодаря тому, что вот там было чудесное спасение, люди там отъели, сегодня, кажется, подобрели. Потому что если бы встретили до этой находки, их бы однозначно убили бы. Вот, как мне кажется. Ну, из-за них там казнили. два каяка Ну, уничтожить, из-за них там... Ну, в принципе, ну, вот эта цепочка они неудачи, виноваты но и косвенно бедствий в том, из-за них, да. в принципе, вот эта цепочка пошла именно оттуда, вот из этого. Представляешь, это Альбанов вынужден был ждать людей, чтобы сделать каяки на Святой Анне, идти там, тащить это все, перегружать, разгружать, штурмовать эти разводья, их очень много было там, да, и в самый последний момент, в последний день, они теряют эти два каяка. Из-за того, что два человека... Это как раз когда каяки как раз нужны вот как ничто. Да, потому они, что там именно они открытая теперь... вода появляется. Дальше спасение их зависело от каяков, от каяков, да, как правильно. Что у них было в голове, у этих двоих? Ну, ничего Наверное, здравого уже точно. ничего. Нет, ну это какой-то психологический срыв, мне кажется. Это неадекватно. Просто увидели землю и быстрее... Да там, там земли-то не было. Там, что Они такое... увидели. Нет, Ян, я думаю, очень важно для зрителей там, как бы, Это ледник. сказать, что такое. Потому что нет, для многих иллюзий, когда вот я уже рассказываю, что такое земля Франца Иосифа, я сразу оговорку делаю. Ребята, когда мы говорим о земле Франца Иосифа, слово «земля» надо ставить такие жирные кавычки, потому что даже сейчас, все это потепление глобальное, примерно 85%, а некоторые острова на 90 и больше процентов, они покрыты льдом, ледовыми куполами в много сот метров толщиной. То есть земли как таковой там нет. И вот то, что они увидели издалека, вот как раз землю Александры, земли там не было, они видели ледовые стены. Кстати, Альбанов и назвал его лунный пейзаж, и сейчас Купол это купол лунный. называется, лунный. Купол лунный, да. И со стороны, когда ты идешь, вот как бы с воды смотришь, там намека на землю нет. Это лед, это голый лед. Да, это какая-то условная земля, это какая-то твердь, но это не туда, куда хочется сбежать. Я понимаю, если бы не увидели там зеленые райские кущи, там что-то, ну, что такое манящее, ну просто лед, да, и тем более, ну куда ты бежишь, у них у тебя нет ни карты, ты вообще не представляешь, куда идти, чего. Ну это, не знаю, ну помутнение, как это называется, наваждение, что там с людьми случилось. Сколько лет Конраду было тогда? Да им всем меньше 30 было. 28, что ли, там, 27, ну молодые все были там. Есть такой термин, если не катастрофа, там психологическое истощение. Да, это, я думаю, это вот именно какое-то истощение, а тут уже как бы говорить про адекватность, мы же рассуждаем как сытые, адекватные люди здесь такие. Во-первых, на льду опасно, на льду трещины постоянно. Как вот Альбанов с такой нагрузкой еще смог сохранить, в принципе, здравый смысл? Да. Ну, у него там тоже были эти галлюцинации. Нет, видения. Галлюцинации, да. У нас тоже были. Нет, у нас не галлюцинации были, они засняты, по-моему. Еще просто оговорка, вот говоришь, а что вы узнали нового, там, то, чего там не знали. На самом деле, как вот, в принципе, любая экспедиция, не только наша, ну, в данном случае про нас говорю, да, какие-то конкретные находки дают ответы на конкретные вопросы, но зачастую находки, новые открытия, они ставят новые вопросы просто. То есть, на самом деле, мы поставили перед собой еще больше вопросов. А как они погибали, в какой очередности, почему у нас там каждый вечер было это обсуждение этих версий, споры, как это произошло, куда пошли, где погибли, на этом леднике или на том. До сих пор мы не знаем, это опять все на уровне версий. Поэтому на самом деле все находки, они ставят просто дополнительные вопросы. Может быть уточняющие, но вопросы. Этот конверт нам передал дорогой наш друг Валерий Васильевич с наказом вскрыть на ЗФИ. Здесь даже так и написано, вскрыть на ЗФИ. Когда мы прибыли на ЗФИ, мы, естественно, благополучно забыли про этот конверт. И так он у нас и валялся вместе с радиостанцией. Когда уже почти под конец экспедиции мы про него вспомнили. И сейчас мы намереваемся выполнить наказ Валерия Васильевича и все-таки его вскрыть. Вы хотели бы продолжить этот проект? Мы не хотели, мы хотим. Занимаемся. Когда мы там оказываемся, постоянно... Да даже когда не оказываемся. В общем, Хотим. Очень часто ты думаешь об этом. Опять же, мы когда там были, не так давно, очень сильно отступили ледники. 21 год. Нет, почему? 22-й, да. Я и в 23-м там. А ты еще в 23-м. 23-м. Ну, Ледники ледники отступили очень на, если не на километр, то на многие сотни метров.
А что это дает для поиска? Вот этот вот домашний ледничок, который вот ребята переходили, его уже практически нет. Ого. И это произошло всего за сколько там? Десятилетия, скажем, 15 лет. 10-15 лет, то есть это на глазах. То есть вот тех, которые... Вот... У нас очень много споров, но я считаю, по-моему, все согласны, что человек, которого мы нашли в 2010 году, он в итоге-то он лежал в леднике, и он потихоньку вместе с этим ледником сползал. То есть он как-то либо... То есть эти трое оставшиеся тоже, в принципе, могут быть Если найдены. тот ледник, который мы все-таки почти прошли, следующий, то они уже давно в море. Потому что ледник сползает потихоньку, он обламывается, падает в море. Вот. Ледник, он практически непроходим, мы его прошли целиком, дошли до конца, но там другая засада. То есть ледник можно было пройти только под свесом скал. То есть все остальное это там дикая трещиноватость. Да, и мы его уже прошли, выдохнули, типа, все, мы это сделали, пошли дальше, и там буквально там еще метров 500, может быть, и еще один такой маленький зеленый пятачок на побережье. И мы этот пятачок уже видим, типа, вот, если что, то они должны быть там. А ледник, он очень плавно и медленно, у него угол начинает подниматься. И мы идем такие радостные, и кто-то из нас впереди так встает и говорит: а куда мы идем? Ну давай, ну вон же пятачок, давай. Понимаешь, что уже угол чуть ли не 30 градусов. И мы встаем и понимаем, что мы даже на одном месте развернуться не можем, чтобы пойти обратно. То есть мы разворачивались минут 20, наверное. А внизу вот склоны, там камушки торчат. Это люди, которые со снаряжением подготовленные, в хорошей обуви. А вниз метров 300, наверное, такого хорошего трамплина, и дальше море. Спасибо. В хороших ботинках, потому что если в галошах, то мы бы раньше улетели. Этого как не замечаешь, то есть ты идешь, и вроде нормально там траверсом по склону. Какой-то первый там кто-то из наших, а дальше мы не пройдем. Совет номер 1. Всегда и везде будь ты ближе к опасности. Спасибо, дорогой друг. Берегите друг друга. Обидам нет. Начинайте день с доброго утра. Если о названии экспедиции, да, вспомнить, по следам двух капитанов, из этой экспедиции Брусилова, потом Альбанова, что взял Каверин самое яркое? Практически все. Но это же синтетическая, в общем, история. Два капитана, я имею в виду, там что-то от Седова, там что-то, ну, собственно, по мотивам всех трех экспедиций. Ну, скорее даже двух, наверное, Седов и Брусилов, то есть там Русанова практически. Не, там больше Брусилов все-таки, мне кажется. Седов это подготовка экспедиции, как его кидали с собаками, как да, вот это вот все. Бестолковая подготовка. Гнилая солонина, а здесь основные ключевые моменты. Шхуна потерялась, вот капитан где-то потерялся, вот единственный штурман, ну и Климов у Каверина. Штурман Климов дошел и донес письма. И даже все письма потерялись, потому что почтальон тогда утонул. Собственно, случайно нашли одно, адресованное как раз супруге Татарина. И это, ну, только это он и взял. Не отвлекай Я не меня. люблю, когда чужой читает письма, заглядывая мне через плечо. Дуйте чужой. У меня еще вопрос, который просила задать моя подруга, поклонница вообще всей вашей истории, посетительница и вас, да, и Задавайте скорее член вопрос. нашего клуба «Голос Севера». Вот я ей рассказывала, что мы собираемся ехать, брать интервью, она смотрела про Эйру. Она говорит: задай, пожалуйста, этим людям вопрос. Что ими движет? Почему они из года в год занимаются этим бескорыстным и таким сложным делом? Как вы зовут? Наташа. Наталья. Мы чертовски увлеченные романтики. Проносим над дядей Сашей в нарушении безопасности. Еще есть версия? Но мы были на выставке Каверина, да, в Питере. Там было. Как она называлась? Как? Вспомнить. Что-то 2:0. 2:0, да, два капитана 2:0, что такое, да, что-то. Да, там 2:0. шла речь о том, что мы, Каверин нас запрограммировал. Ну, типа, это культурный код «Два капитана 2:0». То есть мы носители этого культурного кода, мы воспитывались на этих книгах, мне так кажется. Это одно из побудительных мотивов. Но когда там потерялись 4 человека каких-то, а потом говорят: вот два капитана читал, все. И началась вот эта вот
спичку подожгли. То есть запал пошел вот это гореть. Все мы из своего детства, все мы читали книгу «Два капитана». Когда пришли ребята и предложили попытаться поработать на земле Франца Иосифа по этой экспедиции, сомнений никаких не было. Сразу было принято решение работать по организации этой экспедиции. Хотел ответить на твой вопрос, что мы нашли. Я хотел сказать, я нашел хороших друзей. Отлично. Потому что мы проверены такими испытаниями, которые там мало кому удается испытать в жизни. Причем мы только и тонули, и горели. Да не горели, пытались. Как-то не горели, горели. Была вообще вот эта вот жуткая погода в самом начале, а мы вдвоем как раз с Леней Радуном стояли на вахте. Ну, пока кто-то спит, кто-то должен дежурить в любом случае, потому что придет медведь. А ветер был такой силы со снегом, что мы к нему даже лицом повернуться не могли. То есть, ну, столько пришел, он нам в спину дул, мы так с оружием. И мы, наверное, же понимаем, что сзади придет медведь, ну, вообще не... Даже, а повернуться сил нет. А повернуться силы есть, но тебя просто тут же сдувает, забивает все это. И мы назвали это «Двое против ветра». С ружьем. Смотрели только по ветру, ну, придет медведь, все так. А еще за нами у нас за спиной палатка, ну, сначала Жан-Экс съесть. Нас здесь всего 4, а медведей, судя по следам, великое множество. Вот сейчас 2 наших особо уставших отдыхают, а мы их защищаем от набегов. Вот пока никого не видно. В общем, ждем. Ничего интересного. Ну, надеюсь, Наташа удовлетворена. Не, ну там нет, понимаешь, она, наверное, хочет найти или услышать какое-то рациональное объяснение. Мне кажется, вот мотивация здесь из разряда как бы иррациональных мотивов. То есть вот трудно объяснить. Начнем с того, я же не упоминал слово там романтики там и прочее. И не знаю, вот всегда часто говорят, ой, вы такие романтики, такие экспедиции. Вы мне объясните, как это слово переводится вообще, что оно означает. Я никогда не понимал. Как клеймо на тебя лепят, это романтик. Или романтическая какая-то экспедиция. Я могу более простым языком. Скажи простым, я не понимаю. Можно и так, да, это как бы это диагноз, это тоже врачи, наверное, что. Ну, то есть почему-то людям не сидится. Потому что, смотри, вот если посмотреть то, что мы там делали, вот чем мы там занимались, люди ворочают глыбы базальта, вмороженные в лед, в арктических условиях, спят фактически на земле. Вообще классное место. Ровненько, вообще не дует. В туалет без оружия не пойдешь, ну и так далее. Ну, это каторжный труд. Вот, в принципе, для кого-то это каторга. Вот сказать, вот ты хочешь пойти вот это вот туда, в Арктику, ворочать глыбы за бесплатно вмороженные в лед с угрозой для жизни там, и так далее. Ну, скажут, вы либо сумасшедшие, либо это каторжане. Я, конечно, читал «Два капитана». Да, но смотри, ну этим людям, вот кто там участник, вот предложи, вот сейчас или вот давай, вот следующим летом ты готов вот вылететь? Отложат все свои дела, там, я не знаю, любые другие поездки, это абсолютно приоритет. Совет номер 5. Не забывайте о доме, о еде и сне. О еде и сне мы никогда не забываем. Чтобы дальше там поворочить те самые базальтовые глыбы, еще раз пройтись по этому склону. Это вот без вопросов. Володя назвал это синдром ЗФИ или как это? Ну, да, ну это да, это вот своего рода уже синдром. вот сколько, я 3-й год уже без ЗФИ. Да, это действительно уже какая-то ностальгия. Вот начинаешь смотреть фотографии, сейчас начал подбирать, прям, знаешь, вот аж что-то тебе внутри ломает, хочется. Грамотные ребята. Сделан из столетнего плавника. Да. Шестером еле подняли. Не будет это еще хорошо стоять. И мы должны сейчас камнями укрепить его еще как так, следует. чтобы он выше вот этого камня. Да, Ну, да, желательно под объему, камень. как камень. Под Желательно камень, по да. объему, как камень. Еще кто-нибудь позвонит или напишет там, а мы еще вот здесь вот не посмотрели. Да. Да, и тут возникает версия, да, а вот тот угол, а там должно оттаять, а тут же мы не зашли чуть-чуть вот сюда, и вот тут тоже гложет такое. Ну, я и говорю, долбанутый. Никогда и нигде не оставляйте никого одного, разве что с собакой. Вот вам выговор, дядя Рома, за то, что пошли без собаки на Вот. Еще собаки там не хватало. На день рождения у Жени тут Дмитрий Валерьевич свою версию это самое сформировал, что надо искать вот на домашнем, где там отошел. Ну, может быть, да. Вот я бы, кстати, там бы еще раз бы прошелся. Мы его проходили, да. Он отошел. Там такой отошел. Мне кажется, там, понимаешь, вряд ли, потому что если в наше время там не было трещин, мы проходили практически, в то время он был еще более закрытый. Скорее всего, таки они на смертельном погибли, я думаю. Домашние проскочили.
А у Лондона- Это все предположение. Ну, это, да, это версия, ничем не доказуемая. А насколько смыло берег? Давайте шашлыки уже будем жарить. Все равно от вас доброго слова не услышишь, вы же пресса. В этом году в поисках известной экспедиции Брусилова-Альбанова, которая происходила в 1912-14 году, и бесследно исчезла одна из основных ее частей. И дневники Альбанова позволили нашим друзьям найти останки еще одного из членов экспедиции. Разрешите право закрепить памятный знак на этом обелиске, предоставить Олегу Леонидовичу Продан и вам, Евгению, который является научным и идеологическим вдохновителем этой экспедиции. Ребята, вечная память. Итак, это место теперь известно навсегда. Давайте помянем. Пусть земля им будет пухом и царство им небесное.